Привет всем! С вами снова Лена Ваня. И сегодня мы начинаем наше новое автомобильное путешествие длиной 2800 километров из солнечного Мерсина, Турцию, в солнечную Италию, Феррара на машине. Мирабашечки. Привет. Ветер, как всегда, у меня волосы в ветре. Мы сейчас на набережной в Мерсине. Сейчас гуляем, и я так опять вот восхищаемся, наслаждаемся. И немножко есть такая грусть, что На днях нам, уезжаем. да, через несколько дней уезжать надо. И прям ловим сейчас. Каждый день стараемся гулять где-то, ходить. Мы постоянно скучаем. Лично я вот. По Турции, по Да. Мерсину. Ну, по Да. Мерсину. Это так и есть. Мы уже настолько здесь привыкли, не знаю. Сейчас заплачем. В принципе, из одной красоты мы едем в другую. Да? Да. В другую красоту. Ой. Поехали Не плачь, дальше. не плачь, все нормально. Заправляемся в полной баке и как раз Пьем чаек. чай турецкий. На любых турецких заправках есть чай. Да. Вкусный чай. Вкусный чай, Держи. по которому мы очень скоро будем скучать. Да. Полный баллон газа, полный баллон, то есть бак бензина и вперед. Хотим запечатлеть именно на камеру, как сейчас здесь что выглядит, потому что я уверена, когда мы приедем из Италии, здесь уже совсем все будет по-другому. Как ты думаешь? Мы даже не узнаем. Надо будет искать на карте. Не по памяти, а так. Да. Ну ты уже его не узнать, смотри. Ну, Какой да. проспект? Здесь были апельсины. Апельсины, лимоны, смотри. Мы начинаем наше автомобильное путешествие длиной 2800 километров из солнечного Мерсина, Турция, до прекрасной Италии, Феррара. В этот раз наш маршрут особенный, ведь мы пересечем легендарный мост Чанаккале, самый длинный подвесной мост в мире. Расскажем о наших впечатлениях. Мы проедем через несколько стран: Болгарию, Сербию, Хорватию, Словению и, наконец, прибудем в нашу конечную точку Италию. Конечно, расскажем о стоимости всех дорог. Поехали! В этот раз мы решили проехать через мост Чанаккале. Этот мост был открыт в 2022 году, мы еще ни разу по нему не ездили, поэтому составили маршрут так. Раньше мы всегда ездили через Стамбул, Босфор, и там очень много платных дорог. По этому маршруту, когда мы поехали по Чанаккале, у нас было всего 2 небольших участка платных дорог, которые считывалась плата по ХГС. Оба раза составляли примерно 180-190 лир. А это мы, немного не доезжая до Чанаккале, остановились в одной гостинице, думали переночевать на берегу Черного моря. К сожалению, гостиница нам совсем не понравилась, поэтому мы посмотрели на Черное море и поехали дальше. Черное море. Остановились отдохнуть и посмотреть. Цвет моря другой. Соскучился по Черному морю? Ну. Мост Чанаккале. Правда, не очень хорошо видно. Вот сейчас мы по нему проедем. Вот такое. Да. Вот такое освещение ночью.
Вот, Елена Александровна, ради этого мы приехали. Ради этого. Сделали немножко Да. круг, но зато мы мечтали проехаться по нему. Вот мы едем. Это самый высокий подвесной мост в мире. Выезжаем с Азии, заезжаем в Европу. Мы И уже вот- на всех, да? В этом подземном туннеле под море Евразия мы ездили. Ездили, да. На пароме мы ездили. Да. Вон тут недалеко мы И его вот сейчас проехали. этот новенький мост. Легендарный. Да. К сожалению, ночью, к сожалению, не так Да. хорошо видно, но он огромный. Очень огромный. Вот покажи там. Босфор. Ну, не думаю, что будет видно. Сейчас, какой он громадный. Да, Эти опоры высота. стоят прямо в море. А, красота. Елена Александровна, мы это сделали. Красотища. Эмоции. Смотри, ну, какие они великаны эти, да? Даже не видно, какие тросы. И вот Лена, Ваня были здесь. Поставили галочку. Мы медленно-медленно едем. Нас обгоняют, ну ладно. Мы наслаждаемся моментом. Вот, мы где-то на границе Европы и Азии. Да. Ну и через мост Босфор, естественно, мы тоже ездили. Ну да, чуть выше, Да. Стамбул. Вот они, смотри, эти канаты, которые держат. А? Красота. Красота. Мощь, да? Человек как букашка и сделал такую махину. Сейчас кто-то со стороны посмотрит и думает, ну чем они восхищаются? А нам нравится. А нам нравятся такие ощущения, да, в первый раз. Самая главная цель поставили, мы ее сделали. Галочка. Все для галочки. Какая такая галочка? Я скоро буду Елена ревновать. Александровна, Лена ревнует галочки. Галочка она такая. Скоро буду ревновать к этой галочке. Все для галочки. Здесь мы были для галочки. Выезжаем. Все, и здравствуй, Европа. Европа, да. Сейчас посмотрим, сколько это стоит. Мы думали, при въезде будет оплата. Не было. Сейчас, значит, здесь должна быть оплата. Ну так мы считали где-то автобан и все остальное и так далее. Через Стамбул, если ехать с Болгарии, где-то выходит 70 евро. А так вот мы посчитаем, сколько будет стоить все это дело. Да. И Елена Александровна озвучит. Мы потом сядем и вместе озвучим. Вместе, да? Да. А вот Всё. ХГС, Мы в Европе, мы на земле уже. всё. автоматически этот Вот, ХГС. сейчас Сейчас будем, посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Сколько стоит мост, сейчас скажем. Ну, у нас, в принципе, ХГС есть. Ага. Главное, чтобы там хватило денег, потому Так, что зеленый, везде зеленый. в интернете было А, вот написано. здесь. Давай вот здесь. Вот. Сейчас. Так. Так, мне кажется, они Тут сейчас... накиды карты. Все, сейчас высветится, сколько мы должны. Ну, давай посмотрим. А, нет, смотри. Надо взять билет. Взять билет. Ты нажал? Да, взяли билетик. Ага. А это мы на другую дорогу выезжаем. И там, наверное, надо будет оплатить. Да. Ну, значит, доедем и узнаем, сколько стоит. Ну все, в Европе. В Европе. Ну вот, выезжаем мы, и здесь написано 900 лир, то есть это все вместе. Мост и с этим участком дороги, который мы проехали до поворота на Эдирне, мы едем на таможню Турции с Болгарии. Так что вот, нам вышло 900 лир. Чертов. 900 лир это сколько выходит? 20 евро выходит. Ну слушай, шикарно. Паром будет стоить дороже. Ну, не знаю. Ой, Ну, темно, слушай, не видно. комфорт. Смотри, какая, Ну, 4 комфортно, полосы, да, да? да, да. 4 полосы.
Дальше мы поехали на таможню Турции с Болгарии. Проехали ее очень быстро, на наше удивление, потому что в прошлый раз на этой таможне мы застряли где-то часов на 6-7. У нас проверяли просто всю машину. А в этот раз, то есть все было очень быстро. Нам, наверное, просто повезло. И так как было поздно, естественно, в гостинице мы уже не успели остановиться. И поэтому, пожертвовав своим отдыхом, мы поехали дальше. В Венето, в Болгарии, мы взяли транзитом на один день. Стоило 10 левов, 5 евро. Ну, практически всю Сербию мы проехали по автобану. Ну, не всю, но вот Добрый. теперь Белград. Почти до Белграда. И вот 1670 динар. Курс сейчас где-то 115. Рассчитываемся, естественно, картой. Посмотрим. Так, надо в евро перевести, чтобы мы смогли сориентироваться, сколько мы заплатили. Но мы ехали очень долго. Я даже не знаю, сколько километров мы ехали здесь. Сейчас посмотрим, сколько это Так, вышло в евро. А какой курс вообще был? Ну, на таможне было написано 115, 1 евро 115 динар. Вот, кофе мы останавливались, покупали по 3 евро, например. Так. Второй туннель. Сейчас 500. А первый, вот как мы сказали, это было где-то почти 15 евро. И второй это где-то вот 4,50, да, получается, потому что до нас вот так показывало. Какие замечательные, красивые подсолнухи, а? Ну, красота. Вообще приятно ехать по Сербии. Ну, мы так транзитом только по одной этой дороге. Ну, хорошо. 10 утра мы подъехали из Сербии на границу с Хорватией. Здесь, конечно же, очередь. Так мы уже выезжали, да, въезжали из Турции в Евросоюз, в Болгарию. Там все в порядке, но так как у нас путь лежал через Сербию. Сербия это не страна, член Евросоюза. И теперь опять мы стоим в очереди, ждем, чтобы пройти эту таможню с Евросоюзом. В общем-то, когда уже проедем, я там расскажу чего-то. Что ты расскажешь? Расскажу вот то, что у нас там красивое за моей спиной. Как раз, может, будут люди такие же, как и мы, кто любит таким всяким заниматься. Вот. Проедем еще в Хорватию, еще одну таможню с Евросоюзом, все расскажем. Ну, еще Словения, Лена. Не, ну там же уже такая, мы там, в Шенгене, там, нет, сейчас там не будет. из-за того, что мы выехали как бы из Шенгена, сейчас опять заезжаем. Опять ждем очередь И достаточно мы сделали большая. от Мерсина, ну, скажи сколько. Сколько? Сейчас я Скажи. скажу точно. 2000 километров. 2000, да. Это выехали с Мерсина в 8 утра по турецкому времени, да? Угу. А сейчас сколько уже у нас? 10. 10 на плюс час, потому что здесь время на час разница во времени. Час назад. Да, то есть как бы в Мерсине сейчас 11, а здесь 10. 2000 километров. Ну, это мы так. 2068 километров. Просто мы очень спешим попасть домой, в Италию. Нас там друзья ждут, подъезжают. А так, и поэтому немножко в ущерб своему отдыху мы так чуть-чуть поспали и поехали дальше. И вот. Уже дома будем отдыхать. Границу с Хорватией мы проехали достаточно быстро. Это заняло примерно 40-50 минут. Дороги в Хорватии оплачиваются так же, как и в Сербии, в зависимости от промежутка, который вы проехали. У нас это составило 18 евро. Но в Словении мы купили виньету на неделю, цена 16 евро. Через 8
800 метров. Круговое движение. Второй съезд. Вот она, Италия. Ну и в Италии дороги также платные и оплачиваются по факту проезда. Можно, конечно, выбрать бесплатные дороги, тогда платить ничего не надо. Итак, стоимость всех дорог из Турции в Италию нам обошлась Турция 28 евро, Болгария 5 евро, Сербия почти 20 евро, Хорватия 18 евро, Словения 16 евро. Итого мы за все дороги заплатили 87 евро. С вами были ваши Лена, Ваня, и мы желаем всем всего хорошего, удачи, до встречи в наших новых видео уже из Италии. Пока-пока.